Привет, мои любимые! Мы сейчас сделаем с вами, у нас сейчас убывающая луна, и на убывающей луне мы сделаем с вами еще один ритуал. И, девочки, по отзывам, этот ритуал, короче, и на чем, вот я немножко про него больше расскажу, потому что вы можете это делать сами, если вы вдруг вот с чем-то таким столкнетесь. Это у нас ритуал третий из 9 на убывающую луну, на здоровье, для снятия крадников, вампиров и всякой вот такой чебушни, которая влияет на здоровье именно на тело. И мы будем с вами здесь использовать гриб чага, девочки. Если вам знакомо, не знакомо, но, короче, я вам немножко сейчас... Вот мы уже жгли его, и вот, кстати, ну, жгли и не один раз, кстати. Вот вы видели, мы в онлайн это делали. Но я хочу вам рассказать, как еще вот использовать их. Смотрите, в принципе, когда вы гуляете в лесу, вы можете вот найти такие вот грибы, которые растут на деревьях, да. И насчет вот этой вот чаги. Они могут быть разные, но есть разные паразиты, которые растут именно на деревьях, да. Может быть, вам еще встречались такие, как, ну, особенно на тополях, вот когда уже старые заболевшие деревья, там такие зеленые кустики растут. Это тоже паразит. И вот и именно вот этих паразитов, ну, на теле, скажем так, в шее блох где-то мы не найдем, да, поэтому мы используем то, что мы на растениях, скажем так, наловили. Так вот, девочки, вот эти вот все паразиты, они имеют тоже очень хорошее в магии значение для того, чтобы ими успешно пользоваться для избавления от чего-то. И вот этот гриб, чага, девочки, вы знаете, есть такие вот трипы, мухоморные трипы, кто-то ловит там, кто-то, а чагу есть, из чаги делают тонизирующие напитки какие-то, да, то есть вот что оно-то и является противоопухолевым лекарством таким. Кто-то его употребляет, кто-то нет. По-другому этот гриб называется трутовик скошенный или инонатус. Инонатус, ну это по-латински, да, но трутовик чага, в принципе, где как его называют. Так вот, девочки, вот эта вот форма, которая на грибе вырастает, это бесплодная форма гриба, склероций называется, и его называют березовый вот гриб, чага. В народной медицине, кстати, для чего чагу в основном используют, да, многие делают эти вот настойки противоопухолевые и противогастритные. А почему противоопухолевые и противогастритные, как вы думаете? Кажется, вот гриб, который паразит на самом деле, да, от чего? Дело в том, что это вот даже чуть-чуть похоже на магию. То есть мы это с вами делаем отливки, прожигаем этот гриб, да, прожигаем. То есть наносим ему такой вот, скажем так, ущерб через воск и через огонь. А кто его пьет, девочки, поглощает внутрь, тоже в переработанном таком виде, настаивает, да. Почему изгоняет вот эту опухоль? Что такое опухоль вообще, да? Это что-то инородное, типа раковое растет. Кстати, девочки, вот если кто-то вдруг с этим столкнулся где-то, да, и кто, например, занимается терапией, избавления от этого всего, и кому еще хочется чего-то добавить, попробуйте это, да, плюс к каким-то терапиям, опухоли, они бывают раковые и не раковые, да, но это клетки, которые растут так, как не надо расти, да, когда не работает, скажем так, иммунитет. Ну, это грубо говоря. И, отказываться, например, от терапии, настоящей терапии медицинской нельзя, потому что, терапия врачебная, она тоже от всего такого вот избавляет, да. В основном у нас, что лучше всего действует? Хирургия, на самом деле, да, или там химиотерапии всякие. Так вот, нам надо еще и на энергетическом уровне вот эту вот херь из себя выбивать, да, потому что когда человек у него падает иммунитет, на него все болячки и лезут. То же самое с энергетикой. Как только падает энергетика, вот опять эти все вот болячки и лезут. И я хочу вам похвастаться. Это вот на чаге, девочки, да, фишка в том, что, например, если у кого-то вот есть оно, опухоли,
или там что-то такое вот в организме, которое очень похоже на это, скажем так, да. Я очень так вот мягко хочу сказать, чтобы там никого, ну, впечатлительных там кого-то не пугать, да. Оно, девочки, избавляет. И это доказано, понимаете? Знаете, чем доказано? Результатами анализов. До того вот человек как прекрасно знает, какое чего у него есть, и когда мы занимаемся на там перетяжку вот этого всего с организма на грибы, понимаете, вот такие вот грибы, особенно паразиты всякие, вообще супер вот это вот уходит. Вот, ну, сдвигаются вот эти вот все в анализах результаты, скажем так, маркеры, они снижаются, девочки. И это не выдумка, это так и есть. И, в общем, мы сейчас вот для здоровья и будем делать это, для того, чтобы избавиться от всего вот такого вот, которое растет, понимаете? Есть еще в магии другие средства, когда это перекидывают на кого-то, да, и это же жертвоприношениями связано. Но лучше вот в это особо не лезть, в жертвоприношение, по одной простой причине, да. Это должен делать тот, который этим занимается, да. То есть это должен быть тот, который реально этим занимается. Самим лучше, как говорится, в это не лезть. Вот такая вот вещь. И мы с вами, смотрите, какой интересный ритуал будем делать. Вот я тут положила вам еще сигил. Мы этот сигил будем использовать, скажем так, да, только для того, чтобы это передавалось то, что мы снимаем. Мы от крадников, от болезней всех вот этих вот, которые на нас нападают, да, когда у нас снижается вот этот вот энергетический иммунитет. Понимаете? И вот обратите внимание, вот даже, что такое этот энергетический иммунитет? Это какая-то, может быть, выдумка. Девочки, если вы обратите внимание, вот кто еще пока неверующий, да, скептицизм это нормально. Обратите внимание, когда у вас начинается месячный, когда заканчивается. У меня, например, на День Марса всегда начинается. И обычно это по вторникам. Понимаете, а вторник, среда у меня, как говорится, вот эти вот все время дела наступают. Понимаете, вы тоже можете обращать внимание, что у вас даже в определенные дни Луны, в определенные даже дни недели, в основном это все вот как часики и наступает. Да? Вот это вот и есть вот эта вот вся энергетика. То же самое, что мы на имя наше реагируем как-то так, да, или хотим имя сменить, или еще что-то. Это тоже вот эти вот вибрации определенные. Вот как стихотворение, да, или песня. Какие эмоции вызывает песня. В пляс хочется идти, да, или как-то двигаться по-особому. Любить друг друга хочется, да. То есть это тоже вот, ну, все влияет, и магия в том числе. И мы с вами сделаем такой интересный ритуал, девочки. Мы будем на чагу отливать. Я хочу, чтобы оно очень хорошо погорело здесь, да. Тут написано было номы 666, пентаграмма нарисована была, и мы с вами дальше будем, он уже наработанный, счастливо наработанный, понимаете? И дальше мы с вами вот это вот все продолжим. Но если вы будете сами делать вот эти ритуалы, берете, просто где-то вырываете грибки, пишите на нем слово Н-О-М-Е, номе, да, по-латински номе, имя. И свое имя писать не надо. Просто пишите вот это номе. И потом, когда на него будете свечой делать отливку, это будет срабатывать, как вы на неизвестного, ну, это очень грубо говоря, но все же, да, на неизвестного сбрасываете с себя болезни. И наведенные болезни, нету их. Понимаете? Они уходят, и вы можете потом даже делать, сдавать анализы крови, к примеру, да, и вы будете видеть отличия. Вы их будете видеть, девочки. Но не забывайте про обычную еще терапию, которая вам будет помогать, да, потому что если у вас ослабленный иммунитет, энергетика вот это, надо все в совокупности использовать. Но мы будем делать это интересно, девочки. Перед вами вот такие вот две черные свечи, которые я сейчас завяжу, и вот две таких вот желтых восковых свечи. Это, девочки, свечи, которые вы можете видеть, они уже тут у меня уже
Но это не волосы, девочки, это я их заворачиваю в такие вот льняные штуки, да, и оттуда вот эти нити торчат. Короче, я их заряжаю. Они заряжены на кладбище. То есть я заношу на кладбище, втыкаю в землю, и зажигаю там. Они немного прогоряют, все. Я вытащила то, что мне надо. А черные вот эти вот свечи мы будем сейчас с вами завязывать и туда засовывать то, что нам не надо. Гадость эту вытягивать с организма. А потом и наполняться той энергией, которая должна стать на это место. Хорошая энергетика должна стать, да. И чтобы и главное, чтобы ее боялись вот эти вот все крадники и вампиры. А они чувствуют. Поэтому, девочки, вот эта вот кладбищенская свеча, хорошая желтая свеча, это не то, что я там какие-то другие нет, я свои, девочки, принесла свечи, под сосенкой воткнула, набрала вот этого себе, и с этим работаю потом. А от этого мы будем избавляться, то есть, от болезней. Загадывайте, от каких болезней вы хотите избавиться. От болезни там в животике, от слепоты, от глухоты, от кожных каких-то болезней. То есть вы даже можете конкретную болезнь свою вот сюда, пока мы завязываем с вами, загадать. Загадывайте, девочки. У нас сейчас убывающая луна. Ну что, намотали? Намотайте, мои дорогие, на эту свечу свою болезнь. Намотайте. Давайте я еще так вот сделаю, чтобы вы намотали. Давайте с вас намотаем. Так вот. Вот, девочки, я сейчас вот делаю, и знаете, я даже ее сама чувствую, как я наматываю. Так интересно. Через камеру. Чувствуете, девочки? Реально. Ну что, намотали вашу болезнь. И давайте ее вот сюда тоже намотаем. Пусть на место вот этой болезни, которую вы сюда загадываете, станет хорошее, станет благо, станут ваши силы, станут силы архангелов всех, станут силы вашего рода на вашу защиту, на помощь вам. Аминь. И давайте с вами пожжем. Я тут еще одну свечу поставила. Это, девочки, свечи тоже я делаю сама. Тут с хмелем. Красная свеча. Хочется вот к этим желтым и черным добавить еще красную свечу для здоровья. Это ритуал у нас от крадников, вампиров и болезней. Ну что, давайте отольем. Отольемся. На этого паразита бесплодного сбрасываем, отливаем, откапываем болезни наши. Те, которые мы знаем и которые не знаем. Те, которые на нас кто-то напустил. От вампиров, которые пьют энергию. Пусть они пьют вместо крови вашей. Пепел этот жрут сухой. И на языке у них будет огонь. И пламя. И жечь их будет. И зубы у них будут крошиться. И выпадать. Выплевывать они будут эти зубы. С пеплом вместе. С шерстью. С гнилью. С землей харкаться. А вашу энергию больше никто пить не будет. От крадников. Пусть крадник с голубыми глазами, с зелеными, с карими. Мужчина это или женщина, старик или старуха. Пусть жрет вместо вас
этот гриб, паразит, эту чагу. Смотрите, он немного там раскрылся, и там белое внутри. Вот тут горит ваша болезнь. И смотрите, да, из двух свечей, смотрите, какой один длинный висит. Висит, как сопля, фитиль один. Возвращаем все вашему краднику, вашему завистнику, вампиру, который соки из вас тянет. Пусть вместо, когда он о вас подумает, чтобы у него во рту пепел от этой чаги был, чтобы его ели паразиты. И забыл он, как вас зовут, и плакал бы, а слезы его горели бы, как огонь. Изо рта земля сыпалась, зубы ломались, крошились и сыпались у вашего крадника, у вампира. И пусть эта болезнь ваша, которую вы здесь загадали, с вас уйдет. Быстро или медленно она уходит. И на вашего врага идет. На вашего крадника, на вашего вампира. Пусть уходит эта болезнь с вас, которую вы загадали. А я вам скажу, девочки, знаете, что я какие-то картинки такие странные вижу. Вижу таких, знаете, людей, как вас с Востока, но они не с Востока. Машину какую-то вижу, такую черную. Как какой-то, знаете, как торговля, как базар какой-то. А кто это торгуется? Зачем? Кто бы это ни был. А вы не торгуйтесь, а забирайте все. Сейчас подвинем, девочки, вот эти мои другие грибчики чагу. Они нам не нужны, это я вам показывала. Пусть у нас прогорает этот гриб. Болезнь ваша горит здесь. Девочки, здесь болька горит. Вот, кстати, пока вы смотрите ритуал, мне не хочется вас отвлекать, хочется, знаете, молчать на самом деле. Но вы, кстати, если вот что-то чувствуете или какие-то вдруг ни с того ни с сего мысли приходят, вы просто вот обратите на них внимание, на вот эти вот мысли. Они как-то вот связаны с болезнью, которую вы загадывали.
хорошо горит. Смотрите, какая красота. А теперь мы с вами прожжем немножко вот этого сидила, отмоемся. И вот это. Это мы с вами чистимся. А это отмываемся. Пусть все плохое с вас ходит, все наведенное, все колдовство. Церковная, демоническая, деревенская магия, бесовская магия. Все, что на вас плохого наводили, за грехи или не за грехи. И в это все в болезни зашло, пусть с вас сходит. И мы вас умываем не водой болотной, а умываем огнем, чтобы чистенькая ты была. Чистенькая, красивая. Глаза, чтобы у тебя блестели. Корона на голове была. Пусть твоя болезнь сгинет, а все крадники твои, завистники твои, враги твои, все, кто на тебя колдовал, плохого тебе желал, плохое говорил, шептал, заговаривал, пусть им все это вернется, и будут они пеплом говорить, зубы их будут крошиться, будут они его выплевывать, этот пепел вместе с зубами своими. Пусть все уходит с себя. Девочки, мне знаете, чем запахло? Гречкой. Так гречкой пахнет. Только что так мне что-то шло, знаете, как говорит, да? Кое-кто говорит, через ногу зашло.
Пусть погорит, девочки, болезнь ваша здесь. Мы никуда не спешим, не торопимся. А что это такое пламя желтое слева? Девочки, видите? Через камеру так видно классно. А справа, смотрите, как горит огонь. Интересно, да? Как-то очень интересно он горит. Сейчас я увеличу. Смотрите, как огонь и чистит, да? Пусть этот огонь чистит вам ручки, ножки, вашу головку, глазки, ушки, щечки, животик, грудку. Все, чтобы вы были чистенькие-чистенькие. Вы потом ночью заснете, утром проснетесь, день отходите, вам будет хорошо и приятно. А ночь потом переспите, и ничего на вас не будет плохого. Ничего. Да, так чудно горит, девочки. Но мы будем уже сейчас его тушить. А будем, знаете, как тушить? Так, у нас сейчас мы будем ускорять. И тут у меня вон подаренная, привезенная такая новолунная вода с Патриков, девочки. И мы сейчас затушим. Только не бойтесь, потому что это будет очень сильно шипеть сейчас. А, не особо и шипит. Может, это потому что новолунная вода? Я помню, другой поливала, то он вообще шипел как бешеный. Вот такие дела. А еще мы с вами сейчас дожжем сидел. Перекинем все. Смотрите, как интересно горит. Офигеть, он, девочки, просто вспыхнул. Как ошалелый. И как только я его сейчас сожгла, у меня, короче, моя белая собачка пришла. Цокает сейчас здесь. Мне когда приходит белая собака, потому у меня, девочки, белая собака, чтобы, знаете, это даже в ночью делаю ритуал, например, где-то на улице, все время, когда идут собаки, такие светлые, светло-рыжие, белые, я думаю, все, ритуал закончен.
Все, котики, смотрите, давайте посмотрим, что там стало с ним. Пепел. Все. Грибок сейчас вынесу на улицу. Пусть он дотлеет, девочки. Пока-пока. Люблю вас. Пойду выносить, девочки, нашу работу на убывающую луну в темень страшную. Пока-пока.